Привет, привет! Мы решили поехать за город и пожарить немножко шашлычок. Но место уникальное тем, что называется секретное место. Попытаемся его найти, потому что с первого раза это невозможно. Возможно, покажем, как туда проехать на местах. Потому что карты туда ни одни не ведут, и дороги туда нет. Я уж не стала снимать закупку продуктов, но мы это сделали минут за 10. Чек вышел 127 лари. Умножайте на 32. Ну а дальше мы уже поехали сами искать это место, потому что я туда не каждый раз попадаю. Специально хочу снять видео, чтобы потом не тупить. Короче, вот дороги здесь нет, но вывески есть. Поэтому сейчас выйду. Не, все нормально. Приостановился мужчина, хотел помочь. Как всегда. Не, все нормально. Вот, ребят. Пикник, Арея 2 и 3. Вам туда. По Google картах дороги этой не существует, поэтому вам сюда. Приехали вот такой большой штуки, вывески, и туда. Не удивляйтесь, те, кто смотрел ролики до этого, видел, что машина немножко по-другому выглядела, да? Это новое стекло, это новый капот. Это крыло выправляли и красили. Ситуация следующая. На нас упал снег с крыши в Батуми, в субтропиках. И повредил багажник, стекло, все, что с этим связано. Шнили мы машину примерно 3 месяца. В Грузии это оказалось очень долго. Доставки. Грузинский ремонт тоже подвел. Но я думаю, что обо всем этом я сниму отдельный ролик, где расскажу и объясню, как это все было. Ну а пока мы идем на локацию. Мы уже сюда приехали. Смотрите, какая красота. То есть вот здесь вот 2 беседочки. Вот здесь 3-я. Здесь есть клевая особенность. Уникальное место с радугой. Видите? Радуга. Ну чуть-чуть, приглядитесь. Вот этот кусочек. Вот здесь радуга. И она здесь всегда, когда солнце. Секретно купальня этого здесь. Вода течет, зелень, солнце. Все прекрасно. Все, что я люблю. Идеальное место. Забраться куда-нибудь, где природа берет свое. А человек такой маленький. Ну что, спустимся вниз, посмотрим, что у нас там. Потому что выяснилось, только в одной беседке есть лавочки, а в этой, к сожалению, нет. Но есть одна прибитая, вот прям, видите? А здесь вот, к сожалению, видите, только столы. А на чем сидеть? Ну зато виды. А, здесь лавочки были, все сломали. В прошлом году здесь были точно лавочки, я знаю. Ну видишь, они ушли ногами. Зато вот там есть лавочка. Там лишнее можно взять оттуда и сюда. Я знаю одно. Это любимое место Димы. Это правда? Ну классное место, мое любимое место. Вот это. Все круто. Мое любимое место там, где стоит камин в лесу. А у Димы это место. И вот кто смотрел ролики про место с камином, скажите, где лучше, здесь или там. А я продолжу следующую беседку, посмотрим. Вот. Здесь можно сидеть, но столы можно оттуда притащить. В общем, здесь тоже, я так скажу, неплохо. Вот туда бы сбегать, посмотреть, если честно. Да. Место, ребят. И все время вода, видите, течет. И вот там водопадик. Там скалы. Здесь птенки такие красивые. И главное, чисто. Это самое главное. И это место реально чисто, то есть сюда приезжают, все это убирают. Вот. Ладно, хватит болтать, пора готовить.
Вы видели комаров? Они гигантские. Надо отсюда уезжать до темноты часов. По традиции трогаем мох. Не знаю, в Грузии везде мох сухой. Как будто бы, я не знаю, ковер на стене трогаю. Вот примерно такие ощущения. Но зато посмотрите, какой красивый. Все, мох потрогали. Комаров засняли. Начнем жарить. Начинаем готовить мясо. Мясо у нас вот такие вот стейки из говядинки. 3 человека, 3 стейка. Режем лайм, солим. И я вот взяла немножечко масла. Все. Масло, лимон, соль, лайм. Промасливаем, чуть-чуть ждем. И вот Дима уже готовит мангал. И сейчас будем вот с таким вот видом жарить шашлык. Лайк за такой, как минимум, я думаю, заслуживает. И просто натираем, и все. С двух сторон. Сейчас все помоем, все почистим, будет все хорошо. Вот все есть чистые овощи. Довольные и счастливые. Мясо уже готово. Катя уже готова. Кива уже готова. Суть в чем? В Грузии сколько-то промилле гораздо выше, чем в России, поэтому мы пьем немножечко пива. Так что не обессудьте. Да, я за рулем, но вот сколько? 100 грамм можно. Или 150. А может побольше, не знаю. И сейчас мы пойдем жарить. Смотрите, какие они маленькие по сравнению с вот этими вот буйствами природы. Я смотрю, Дима все-таки таки решился зайти в воду. Сейчас спросим, какая у них там водичка. Да, и в Google картах она как секретная купальня. Секретная, потому что дороги нет. На Google картах нет дороги сюда. Но с таким видом шашлычки жарить, я думаю, прекрасно. Могу под видео ставить ссылочку. Почему бы и нет. Вот, ничего без меня не происходит. Всегда везде нужна я. Что нужно? Ну, торни мясо, подсоби мне. Вот такая вот красота. Как вам? Как минимум было эффектно, я считаю. Ну все. Я не знаю, как мы это съедим, потому что, давайте честно. Килограмм мяса. Это больше моей руки. Ребят, фиксируем это. Фиксируем. Давайте со мной фиксировать. Это шашлык. И вы могли бы здесь быть. Вместе с нами. Ну, либо без нас. Так что приезжайте. Локация есть. Мангал здесь просто стоит, но не факт, что в следующий раз этот мангал будет. Поэтому берите свой. Вот, мы свой взяли, как видите, но мы просто его не стали использовать. Все, у нас Инстаграм тема пошла, да? Снимаем. Проворонила момент сбора урожая. Вот, мясо готово. Вы посмотрите, какая прелесть. Сейчас Диме самый большой. Все, сразу съемки. Так, ребят, мы кушать. Разбегаемся. Ну что, тестим. Это божественно. Говядина не может быть по-другому. Классная. Мокрый нос. Короче, ребят, на этом видео будет заканчиваться. Мы пошли дальше обжираться. Всем пока-пока. И самая главная фраза в каждом ролике. Путешествуйте. Итак, мы же культурные. Мы все прибрали. Мусор взяли. Ребята, учитесь. Место. Прощайте. Прощайте место. Все, уходим. С надеждой вернуться. Вот так вот налегке. Приехать можно сюда и покушать. Собственно, на этом все. Я уже с вами прощалась. Сейчас будет только короткая нарезка для того, чтобы поставить конечную заставку. Все. Вот теперь все, да. Давай быстрее, воняет.